Итак, я всех приветствую на своем канале. Сделал обзор Freightliner Century 2004 года. Это видео попросил у меня один парень. Говорит: Сергей, типа, сделай видео, отправь ему видео, чтобы я отправил ему видео. Я решил сделать это роликом. Так как были у меня сняты видео этой машины чуть ранее, я решил сделать этим роликом, показать этот автомобиль ему, что сделано, что не сделано. Там что... Ну, в общем, показать весь процесс ремонта. Что в данный момент сделано. Сейчас в данный момент сделано 60-70% работы этой машины. Также получается, и вдруг эта машина, если кого заинтересует, она в продаже. Пока, то есть задатка нету, мы эту машину как бы, то есть на стадии разговоров. Кого заинтересует, парни, пишите, звоните без проблем. Также воспользуюсь моментом, хочу передать поздравления своим подписчикам, гостям канала, всех с наступающим Новым годом, девушки, дети, мужики, парни, кто меня смотрит, всех с Новым годом. Не болейте, говорю еще раз, не болейте, самое главное, остальное все мелочи жизни, счастья, любви, удачи. Всем всего доброго. А хейтер, я вас не забыл. Для вас я приготовил очень большой сюрприз, вы будете очень рады. В начале января я сделал ролик, сколько сделано машин за год. Вы приятно удивитесь, за год какой объем работы, за сколько машин мы продали. И также партия отзывов тоже ждет вас, хейтеры. Еще вас ждет очень приятный большой сюрприз. Вы посмотрите, не буду все секреты раскрывать. Все, хейтеры, не болейте, тоже самое главное. Всем пока.
Соответственно, давление какое на ходу, температура. Плохо, что здесь не хватает 10-й передачи, то есть не работает коробка, в общем, она работает только вот через одну, получается, кидаешь ее и все. Не хватает обороты, видите, какие большие. Стараюсь ехать 1500 где-то так вот на нем. Так, что могу сказать по этому Фреду? Обычный фредлайнер, в принципе, требующий рук, как всегда. Что могу по нему такого интересного рассказать? Что я на нем заметил? Заметил то, что он буксует очень сильно. Колеса у него явно крабы там понапутаны. В общем, он на ровном месте буксует. Тормозишь, колеса хватают какие-то первые. Ну, в общем, короче, вот есть у них такой вот косяк, у него есть. Это все я буду разбираться. Что могу сказать? Так. Потом. Да вроде так-то, все равно как обычно. Тут, короче, обычная работа. В принципе, здесь такого ничего нету особенного. Сейчас покажу, как он заезжает на гору на 9-й передаче. Посмотрим, наберет он на 9-й на гору или не наберет. Перед на воздухе вроде как и ловит кочки, но видно амортизаторы плохие, и он все равно есть какой-то у него там такое, знаете, нестабильность передке. Так, в принципе, в салоне я не сказал бы, что так тихо прям. Здесь вот это, видите, откручено. Ну что, сейчас попробуем на гору. Так, стартуем, получается у нас. Это 85. Давайте, может, прибьем его, наверное, лучше остановим на середине горы. Так, 70 и газ в пол. А ну на 9, понятное дело. Набираем. 10 на 10 бы проверить. Ну набрали, а что? Вот смотрите, видите? Почти сотку набрали. Ну все, друзья, вот такой вот Фредик, вот такое приобретение. Я не знаю, парни, в общем. Сказать, что пожалел, не пожалел. Сказать, что доволен этой покупкой, прям, знаете, прям вот. Нет, тоже недоволен. Нормально, как обычно. Все, что есть, как говорится, все наше. Хорошее, плохое. Я думаю, в порядок приведен, будет он работать, никуда он денется. Все, друзья, такой вот Фред, не болейте, самое главное. Остальное все мелочи. Так, друзья, всем добрый день. Делаю обзор автомобиля Fredliner 2004 года. Хотел показать обзор ремонта ходовой. Вот раскидали, что мы здесь делаем на этой машине. Так, вот он, Центурик, покажу вот так вот его. Смотрите, на этой машине мотор уже сделанный. Сейчас идем дальше. Что мы сейчас на это сделаем? Вот у нас валы, вот они все проточены, показываю, проточили. Меняем сальники, ступицы непосредственно они, ну, мокренькие были на будущее. На будущее, знаете, чтобы не потек. Ставлю, вот они все сальники. Ставлю я их всегда вот эти. Мексика, как видите. Так, что тут еще у нас? Защиты поставили. Вот, а все подшипники, конечно, проверяем. Смотрим, вот они, подшипники ступиц. Все будем вымывать. Все будем смотреть. Если какая плохая, будем менять. Если плохая ступица, плохой подшипник, все это будет меняться. Такая дефектовочка сделали, друзья. Идем дальше. По барабанам, кстати, средняя ось практически новые стоят. Предыдущим хозяином ставились. Задние. Они первый ремонт, то есть нормально подходят, то есть будем ставить R1 и в путь. Еще, смотрите, хотел показать систему полуосей. Вот по полуосям, кстати, можно, друзья, определить, видишь, шлицы хорошие какие. Вот по полуосям можно определить, возила ли машина перегруз или нет. То есть, если они острые, то надо, кстати, непосредственно их, получается, ну, уже наша машина возила перегруз, как практика показывает. Тут видно, машина работала без перегруза. Это Фред, который перед на воздухе.
Вот оно. Ну все, идем дальше. Так, друзья, продолжается ремонт Фреда по ходовке. Так, показываю. Разобрали. Сейчас будем менять втулки на шкворни. Ну все, идем дальше. Работа продолжается. Также сейчас варим валы, протачивать будем. Колодки здесь менять не будем. Колодки здесь очень хорошие спереди. Барабан тоже в идеале. Промерили стандарт. Ну все, идем дальше. Ремонт продолжается. Итак, всем добрый день. Делаю обзор Фредлайнера. Фредлайнер Centuric 4 года. Это из рубрики «Что есть в наличии». Друзья мои, вот такой Centuric 4 года. Смотрите. Двигатель Detroit 14. Полкоробка Супер 10 у него стоит. Одна в одной лунке на воздухе, которая. Что могу сказать? На моторе, на машине сейчас в данный момент сделан мотор. Я в ролике все вложу. То есть, что мотор весь полностью сделан также на оригинале. Также на этой машине сейчас в данный момент сделана вся ходовая. Сейчас пойдем и покажу вкратце. Просто люди просили, сделай обзор машины. То есть, что сделано и сделано. Для них как бы выкладываю. Смотрите, вот его резина состояние. Такой более тщательный, да, обзор попросили у меня. Вот такой Centuric в продаже. Я опять повторюсь, 2004 год. Перед на воздухе. У него ходовка Hendrix там идет. Спереди на подушке. На машине, получается, новые амортизаторы стоят. Ну, это ставил, по-моему, даже это старый хозяин. Это не мы ставили, да. Тут новый амортизатор ставил хозяин. Новую подушку поставил старый хозяин. Мы сделали на нем тормоза полностью, все трещотки. Защиты поставили. Сзади все, то есть тормоза все полностью перебрали этой машины, это мы делали. Так, что еще могу? Я все в ролике, честно говоря, будет, парни. Тут по ходовке, по мотору много рассказывать не буду, потому что ролик будет, что там говорить. Мы машину не мыли, ничего не делали, так как есть. Видео снимаю, салон покажу, как он едет. Баки стоят большие, по 550 литров, 530 литров, по-моему, если не ошибаюсь. Не, этот 150 галлонов. Получается у нас сколько? Это 150 галлонов, но умножить на 3,79. Сейчас. Да, там 568, здесь 530. Сейчас покажу двигатель. На моторе что сделано? Да все там. Поршневая, нарезалась, клапана, все, то есть на головке все сделано. Так, я поставил сюда амортизаторы новые наперед. Что мы восстановили на этой машине? Машина, когда ко мне приехала, она была, уклон был на одну сторону у нее. У них один кран был отключен уровня пола на передке. Все работала машина с одного вот этого крана. Мы восстановили и ту сторону крана, чтобы машина стояла ровно. И все, то есть машина стояла ровно. Накачивала одинаково. Корень правый сделали. Левый был нормально. Что еще по ней мы такого делали интересного? В общем, смотрите, машина, можем поставить здесь обвесы. То есть по желанию клиента, если захочет, доплатит, поставим здесь обвесы. Сделаем бампер новый, лежит в наличии, буду менять. Это просто машина сделана пока просто технически. То есть пока внешне мы ничего не делали этой машине вообще. Вот мы восстановили этот кран. Вот он уровня пола. Вот так вот, смотрите. Вот такой вот двигатель. Сейчас заведу, покажу, как он работает. А покажу, наверное, салон. Такой вот у него салончик. Он сиденье снимал, хозяин предыдущий. Потом нам его, когда покупали машину, он нам его отдал. Так. Занавески отодвину. Вот такой вот салон. Шкафчик тоже надо установим сюда. Нету его, вот оно сиденье. Это, кстати, тут еще коробка лежит со старыми поршнями. Мы поршня здесь поменяли, кстати, поршня меняли. Его поршня старые, хочу показать. Вот видите, что с ними. Вот они были. Такая, по-моему, кстати, ну, неплохая, скажем, машина на самом деле. Очень мягко едет.
За счет того, что перед на воздухе. Тахограф, все есть, видите. Музыка. Люди даже спрашивают, у меня есть музыка на машине, нету. Так, воздух максимально, видите, устранили, он стоит, видите, держит. Сейчас покажу, как он работает. Наш Центурик. Это просто было, как знаете, параллельно там делали, то есть машину эту. Так, мотор работает. Я его, скажу честно, я его еще конкретно не тестировал, с диагностикой не заезжал. Пока ему ничего такого прям финишно ничего не делал. Двигатель ходовой вот такой, парни, знаете, вот самое то, что тяжелая работа. А сейчас вот пошла финишная. Сапун. Он вообще не сапунит. Там еще, в принципе, не нагреты. Вот так он работает. Тут камеру поменяли. Ну все, парни, вот такой Центурик хотел сделать обзор, чтобы люди знали, вот такая машина есть в наличии. Кого интересует, еще раз повторюсь, что на машине в данный момент сделано. Что на машине в данный момент сделано, что на машине будет делаться. В данный момент сделан мотор, ходовая, такой, знаете, грубая работа пока сделана на этой машине. А уже под клиента скажет: Сергей, хочу там калиновские фары, к примеру, врежем. Хочу там, ну, бампер в любом случае мы поменяем, потому что здесь он вообще убитый. У меня новый уже лежит в наличии, то есть я его заказывал. Он пришел ко мне, бампер. Потом захочет обвесы, к примеру, можем повесить обвес, если он доплатит. Вот так вот. Покрасить, хочет полностью, хочет просто морду там обвеса покрасим там. Как хочет клиент, что могу сказать? По заказу клиента. Эти вещи уже надо индивидуально, мне кажется, понимаете? Делать с клиентом. Хочу то, хочу это, там, ну, каждый по-своему. Еще раз покажу резину. Вид сзади. Вот так он работает. Сейчас, наверное, включу фары. Кстати, вот эти классно светят на него. Сейчас отключу, покажу. Вот так он светится, смотрите. Прикольно, кстати. Фара не работает. Так что вот так вот. Кого заинтересовал Центурик, звоните, пишите, кому надо. Доделаем всю мелочевку, финишную работу. Я бы сюда, конечно, врезал бы фары Калина, на самом деле. Хотя родные тоже неплохо смотрятся. Сейчас на нем еще проедусь, покажу, как он едет. Кстати, на нем, когда я брал, не работал верхний ряд. Я его сделал, сейчас покажу, как он работает, продемонстрирую. Так, что, поехали. Так. Показываю давление. Вот, показываю коробку, смотрите, как она работает. Газ вперед. Все, включилось. Покажу сейчас, как она работает. Видите? Все, включилось. То есть каждая передача работает, парни. Честно говоря, чуть неудобно одной рукой. Смотрите, давление его. А раньше, когда я взял, он не работал, то есть мы приехали практически на 9-й передаче, всю дорогу ехали. Что я могу сказать? Так, пропускаем.
едете, скажу, что по ощущениям, вот кочки очень мягко ловит. Мне нравится, передок очень мягкий. С новыми амортизаторами вообще он стал еще мягче. Вот каждая передача включается вообще идеально. В общем, парни, такой Центурик, кому нравится, не знаю, заказывайте. Тут, в принципе, работа уже большая часть сделана. Осталась малая проводка. Ну, уже внешнянка такой вот, именно доделки его. А так, панель, в принципе, скажу, что даже вполне ничего. Сейчас я еще внешне сниму. Ну все, парни, мы на месте. Вот такой обзорчик, смотрите. Кого заинтересовала машина, обращайтесь. Сейчас я, наверное, покажу еще раз, наверное, салон. Так как салон как-то мало получилось. Еще раз, наверное, по салону пройдемся. Вот так лучше, вот с этим светом я... У него здесь хороший свет, кстати. Такой дневной стоит. Автономка. Не знаю, работает, нет. Так, вот такая вот панель. Ну все, парни, что могу? Вот такой вот фронтлайнер, кого заинтересовал. Обращайтесь. Все, всем пока. Не болейте.